Привет! На самом деле поддерживать стремление к своим целям далеко не так просто, как может показаться на первый взгляд, как говорят нам мотивирующие видосики на YouTube и в Instagram. А оказывается, это тяжелейшая ежедневная работа. Друзья, я даже не думал, насколько это трудно, потому что когда я слышал, что каждый день борьба с собой, что там кто-то что-то такой весь из себя боец невероятный, я думал, что ты борешься? Типа, что там такого может быть, что вот ты такой каждый день вот схватку с собой устраиваешь? Но, честное слово, я буквально недавно понял, что это правда. И я понял, что такое каждодневный труд. И я также понял, что как много бы ты себя не мотивировал, как бы ты себя в чем не убеждал, в конечном итоге решают только регулярные усилия. Может, даже не ежедневные, но регулярные. Только это через трудность, через работу над собой. Например, мне тяжело просто заставить себя записать видео иногда. Тяжело. Что-то не нравится, как будто бы нету позиционирования, как будто опять качество видео хромает и прочее. Но я просто даю этому быть. То есть я хочу выйти и сказать одну основную мысль сегодня, а именно то, что какие бы цели у вас не были, глобальные или они закончатся через месяц успехом, чтобы они как раз закончились этим самым успехом, по вашему мнению, я думаю, что очень важно каждый день делать что-то, что приближает к этим целям. Например, я для того, чтобы развить свой блог, для того, чтобы полноценно называть себя блогером, чтобы идти по пути самовыражения, чтобы творить, я не знаю, делиться какими-то важными мыслями, опытом, развиваю свой YouTube-канал тем, что выкладываю очередное видео. И это оно. Я не знаю, какой формат будет дальше, я не знаю, какая будет концепция конкретно, какое название, но, пожалуй, я точно знаю, что выпущенный контент будет лучшим шагом и лучшим подарком для меня в будущем. Поэтому, да, друзья, пожалуй, и в работе над собой я это тоже понял. Когда я недавно вышел из декрета, я столкнулся просто с бешеной нагрузкой, потому что жена уже просто не выдерживала тоже. Работаешь сложно, в декрете сложно, каждому по-своему, поэтому я за декрет очень расслабился, хотя научился многому терпению с детьми, выдержке какой-то, но не ответственности, не финансовой ответственности, которую мне вновь приходится брать полностью за свою семью. И да, я не скрываю, действительно, я в себе обнаружил сейчас очень много инфантильных черт, очень какую-то сильную безответственность, мне самому неприятную. И чтобы это мне не мешало, мне приходится также бороться с этим каждый день, тем, что я стараюсь не держать фокус на себе, стараюсь думать о том, что требуется для благополучия, в принципе, моего и моей семьи. Да, для того, что требуется для достижения моих целей и желаний, например, для ведения этого блога, а не фокусируюсь на каких-то внутренних состояниях, потому что начинается сильная жалость к себе. Я понимаю, что такое, когда действительно я устал, когда действительно нужен отдых или нужно побыть одному, но, честно говоря себе, я сейчас не в таком состоянии. И когда я даю себе отчет, что на самом деле мне ничего не мешает, а у меня есть просто страх. Страх, даже, наверное, страх успеха. Потому что я не чувствую границ, когда я творец, когда я беру ответственность за свою жизнь полную. Границ просто нет. Иди и развивайся, иди и достигай, и все получится. Шаг за шагом. И в этом меня поддерживает уже существующий опыт, который у меня есть. Именно то, что получилось вырваться, жить в другую страну, в Турции, в позапрошлом году. Полгода. Потом Аргентина. Уже сегодня год, как мы здесь. Ребята. И все это только благодаря каждодневному труду. В одной сфере, в другой. Как заработать. Как не срываться, не выгорать вместе с детьми.
И вот эти каждодневные, бессонные ночи, все вот эти вот, казалось бы, проблемы, но именно эти трудности создали меня таким, какой я есть. И сейчас мне есть что в себе развить, и одновременно с этим я уже опираюсь на свой этот предыдущий опыт. И говорю себе, у тебя, дорогой, все получилось, и получится дальше. Просто надо фокусироваться на нужных вещах, на каждодневном маленьком небольшом прогрессе, движении в нужную сторону. И тогда я думаю, что мне наконец-то удастся изменить к лучшему мою жизнь. И достигать целей, и достигать желаний. Вот такие небольшие наблюдения по поводу достижения целей, по поводу того, как на самом деле закаляется характер, как на самом деле проверяется ценность этих целей. Спасибо большое за внимание. До встречи.